Здравствуйте, друзья! Это канал MBS Electronics. Продолжаю выкладывать ролики после долгого перерыва. Сегодня расскажу о проекте, про который обещал рассказать уже давно. Это функциональный генератор различных форм сигнала, в том числе и произвольных форм. Генератор с управлением от компьютера. Кстати, его можно довольно легко адаптировать для управления по Bluetooth от смартфона. В этом случае придется написать приложение для смартфона, конечно. Может быть, в одном из будущих роликов мы это сделаем. Пока что управлять будем через приложение для Windows. Генератор сделан на распространенном контроллере от Mega 8, но это не Arduino. Я буду использовать другой компилятор, и полностью плата собрана с нуля. Там кварц, конденсаторы, вся обвязочка делается самостоятельно. Итак, друзья, мы с моей электронной кошкой Рокси переехали из прекрасной Анталии, из Турции, в Индию, во Вриндаван. Отсюда уже продолжаем заниматься ютубом, и одновременно наше путешествие тоже продолжается. Генератор я собрал на обычной макетной плате, вот такой, с отверстиями. Если кто-то захочет повторить этот генератор, можете сделать печатную плату, я ее развел. Проект печатной платы можно скачать вместе со всеми другими файлами в статье на моем сайте по ссылочке в описании. На схеме мы видим микроконтроллер от Mega 8. Контроллер работает на частоте 16 МГц, соответственно используется кварц на 16 МГц. Самодельный R2R цифроаналоговый преобразователь. Вот на этих резисторах. Все 8 линий порта D контроллера использованы под этот цифроаналоговый преобразователь. Получается, что выводы контроллера, которые связаны с встроенным аппаратным UART интерфейсом, у нас заняты, поэтому для связи с компьютером будем использовать программный UART последовательный интерфейс на ножках 15 и 16 микроконтроллера, но об этом чуть позже. В предыдущих роликах на подобную тему я уже очень подробно описал, как работает DDS-генератор, принцип работы этого генератора, что такое аккумулятор фазы и так далее. Поэтому подробно я не буду останавливаться на этом принципе. Вы можете посмотреть в отдельном ролике по ссылке в описании. Принцип у нас тот же, что и в проекте на Arduino, однако здесь на от Mega 8 у нас лучшие параметры, частота максимальная у нас 300 кГц, тогда как в учебном проекте на Arduino максимальная частота генератора была где-то несколько десятков килогерц максимум. Там процедура генерации была написана на языке C для Arduino. А здесь для генерации мы будем использовать ассемблерную вставку, то есть процедуру на языке ассемблер, и будем использовать некоторые особенности архитектуры от Mega 8. Это позволило увеличить максимальную частоту генератора примерно на порядок, то есть в 10 раз. Как видите, здесь я добавил еще дополнительно вот этот разъем, такую колодку для внутрисхемного программирования микроконтроллера, чтобы можно было его не снимать с панельки, а программировать прямо в схеме. Когда мы работаем с какой-либо платой Arduino, этой потребности не возникает, потому что у нас в контроллер зашит бутлодер, и мы можем программировать его по USB, а здесь придется использовать внешний программатор. Я использую вот такой программатор с AliExpress, это USB ASP, он стоит очень дешево, наверное, пару долларов на AliExpress, ссылочку вы найдете в описании. Для того, чтобы можно было управлять генератором с компьютера, я использую вот такой преобразователь с USB на UART, это версия на микросхеме FT232. Можно использовать более дешевые модули, вот, например, как вот этот на чипе CP2102, либо распространенный на китайском чипе CH340. Генератор я настраивал вот именно с этим преобразователем на CP2102. Все прекрасно работало, а модуль на FT232 мне пришел совсем недавно.
Одно из преимуществ модуля на FT232 в том, что на выходе у него уровни как 5 вольт есть, так можно переключить на 3,3 вольта, а у CP2102 только 3,3 вольта. Хотя от мега у нас запитано от 5 вольт, но, как показывает практика, нормально работает с преобразователем с уровнями 3,3 вольта. Хотя, конечно, для отмеги лучше все-таки использовать уровни 5 вольт. Опять же, преимущество Arduino в том, что в нем уже есть все прямо из коробки, нам не нужно никаких дополнительных плат для связи с компьютером, ну а здесь нам приходится использовать дополнительные модули. Сразу покажу, как это работает. Генератор подключен к компьютеру через модуль USB to UART. От него же он и питается напряжением 5 вольт. При желании можно сделать автономное питание от аккумуляторов. Это будет лучше с точки зрения проникновения высокочастотных помех от компьютера. Итак, у нас есть плата, подключенная к компьютеру, и у нас есть управляющая программа. Программу я написал на Delphi. К выходу генератора подключаем вот этот замечательный маленький осциллограф, обзор которого вы можете посмотреть по ссылке в описании к видео. В программе выбираем COM-порт, на котором оказалась наша плата, в данном случае это COM10, и нажимаем кнопочку Connect. Кликаем на кнопку Start, и наш генератор начинает генерировать. Чтобы что-то увидеть, надо построить развертку. Я вот нажал авто на осциллографе и видим нашу синусоиду как форму сигнала по умолчанию. Здесь в строке редактора мы можем явно набирать нужную нам частоту. Давайте напечатаем 1000 и нажмем кнопку Set. Получили синусоиду с частотой 1000 Гц. Также частоту можно менять, поворачивая мышкой вот эту большую оранжевую ручку. Я сейчас кручу эту ручку, и в момент отпускания мышки у нас устанавливается частота. Именно в момент отпускания мышки. На панели Range, то есть диапазон, справа внизу, вот здесь, можно выбирать диапазон изменения частоты вот этой оранжевой ручкой. От 0 до 100 Гц, от 0 до кГц, от 0 до 10 кГц. Вот в данном случае сейчас я установил частоту 7600 Гц. Да, видим на осциллографе, что это именно та частота. Осциллограф у нас измерил частоту, показал 7600 Гц. Давайте установим 80 кГц. Вот сейчас у нас даже сколько? 100 кГц частота, да. И последний максимальный диапазон у нас от 0 до 300 кГц. Это 300 кГц, это фактически максимум, что может выдать этот генератор. Можно и выше, но там уже форма сигнала будет мало напоминать синусоиду или, вот видите, даже сейчас у нас 270 кГц, и вот такая уже синусоида у нас, отдаленно напоминающая синусоиду, но тем не менее, вот 300 кГц, вот такой у нас сигнал. Это связано с принципом работы генератора DDS. Частота увеличивается методом пропуска значений в таблице волновой формы. Получается, чем выше частота, тем меньше точек, меньше точность отображения нашего сигнала. Любой DDS-генератор, самодельный или промышленный, он работает именно по такому принципу. На панели Waveform у нас несколько радиокнопок, которые позволяют переключать формы сигнала. Например, вот треугольный сигнал, это пила, обратная пила, это прямоугольничек у нас. И 5 пользовательских форм сигнала. По умолчанию у меня там забиты таблицы тех же самых основных сигналов по умолчанию. Последний у меня вот электрокардиограмма забита туда, вот такая волновая форма. Ну, я вам покажу, как можно установить здесь любую форму сигнала, которую вы захотите. И вы сможете нарисовать эту форму сигнала в специальном редакторе, который я тоже написал на Delphi. Минимальная частота, кстати, у нас равна 1 Гц. Вот сейчас это частота 1 Гц, треугольный сигнал. На самом деле у нас используется 24-битный аккумулятор фазы в прошивке контроллера, поэтому минимальная частота она гораздо меньше 1 Гц. Я сделал 1 Гц минимальную частоту, просто чтобы не использовать дробные числа в программе.
Я подумал, что на практике вот этого 1 Гц как минимальной частоты и как точность установки частоты, дискретность установки у нас тоже, соответственно, 1 Гц. Я подумал, что этого будет достаточно для любых практических применений, в какой-то, например, аудиотехнике. Хотя, повторю, что потенциал этой схемы гораздо больше, мы можем использовать, например, точность установки 0,1 Гц вообще без проблем. Соответственно, минимальная частота у нас будет 0,1 Гц или период 10 секунд. Кому это надо, кому не лень, может скачать проект и модифицировать его так, что точность будет 0,1 Гц. Да, и кнопками «Старт» и «Стоп» мы, соответственно, запускаем или останавливаем работу генератора. Компилятор Micro-C, отличный компилятор, очень удобно им пользоваться, много встроенных библиотек и особенно удобно в этом компиляторе делать вставки на ассемблере. Это просто небо и земля по сравнению с тем, как это сделано в компиляторе для Arduino. Одна из причин, почему я использовал Micro-C для этого проекта, это как раз вот удобство создания ассемблерных вставок. Компилятор разрабатывается сербской компанией Microelectronica. У них есть подобные компиляторы также для языка Pascal, для языка Basic и для различных платформ. Не только для AVR, но и для ARM платформ и для пиков. Этот компилятор платный, я его когда-то в былые сытные времена покупал за $260. Вы можете его купить, а также можете найти, как обычно, там сами знаете где, по запросу Microelectronica. Давайте откроем проект. Это делается в меню «Проект», Open Project. И вот он, наш проект нашего генератора. Здесь закомментированные строчки, вот эти, показано, как нужно установить фьюзы при программировании микроконтроллера. Дальше у нас идут несколько таблиц, вот такие массивы. Это таблицы волновых форм, таблицы того, что показывает наш генератор, именно формы волны. Каждая таблица представляет собой обычный массив из 256 байт. Здесь у меня в 16-ричной форме записаны значения. Никто не мешает вам записать в обычной десятичной форме. Вот одна из таблиц волны. Здесь просто десятичное значение. В данном случае это таблица волновой формы электрокардиограммы. Эти таблицы волновых форм у нас хранятся в области программ, то есть вместе с программой. Не в оперативной памяти микроконтроллера, а именно во флеш-памяти, там, где хранится программа. Это ключевая особенность данного проекта. Давайте попробуем откомпилировать и посмотрим, сколько места занимает наша программа в памяти контроллера от Mega 8. Нажимаем Build, Ctrl F9. И здесь внизу у нас сообщение показывает, что все у нас прошло благополучно, компиляция. И вот здесь на панели инструментов есть такая кнопочка, это статистика. Нажимаем «Показать статистику». В первой вкладке мы видим использование оперативной памяти. Дальше мы видим список всех вообще, какие есть у нас в программе переменных. Здесь вообще все переменные, которые используются в нашей программе, и те, которые мы не видим. То есть они используются под капотом во время компиляции. И вот эта вкладка ROM Memory Usage, это как раз использование нашей постоянной памяти, флеш-памяти микроконтроллера. Видим, что у нас использовано около 59% памяти. Это учитывая то, что у нас здесь 10 таблиц волновых форм. Поэтому вы можете добавлять еще таблицы эти. Очень легко и просто их добавлять, если вам нужно много различных волновых форм, пока не исчерпается память вашего микроконтроллера, именно память программ. Давайте посмотрим на первую таблицу, таблицу синуса, на вот этот массив. Он объявлен как константа, и дальше идет объявление массива, как обычно в языке C. И здесь в конце объявления массива у нас стоит вот такое слово absolute. Это очень важный момент. Для работы нашей программы каждая таблица должна начинаться четко с начала 256-байтного блока в памяти микроконтроллера. Для этого мы используем вот это ключевое слово absolute и адрес. Адрес в памяти контроллера мы задаем. То есть у нас таблица вот эта будет располагаться точно вот с этого адреса. 16-ричного адреса 100.
100. Дальше мы объявляем следующий массив, пилообразный сигнал, вот такие значения, и он у нас располагается уже с адреса 200 в 16-ричной системе. Каждая последующая таблица у нас располагается с начала 256-байтного блока. То есть 300, следующая таблица, треугольная волна с адреса 400 в 16-ричной системе. Это прямоугольная волна с адреса 500. И дальше у нас юзер. В программе у нас есть как бы стандартные формы. Это синусоида, треугольник, обратная и прямая пила. Такие стандартные формы волны. Также я определил еще 5 пользовательских, куда вы можете загрузить, собственно, то, что вам хочется. Чуть позже я покажу программу, в которой можно графически нарисовать нужную вам форму сигнала и преобразовать вот в такие числовые значения, сюда вставить и откомпилировать. И у вас эта форма волны будет выдаваться генератором. То есть у нас вот дальше идет user 1 таблица, user 2, user 3, user 4 и user 5. То есть 5 пользовательских таблиц. По умолчанию я сюда просто скопировал, в user 1 я скопировал синусоидальный вот этот блок. Соответственно, в user 2 у меня треугольный сигнал. Вот отсюда просто взял, скопировал. Пока что, чтобы посмотреть, что все это работает. Единственная таблица user 5 — это электрокардиограмма. Сигнал, имитирующий осциллограмму электрокардиографа, когда у человека снимают электрокардиограмму, как бьется сердце. Фактически эти все таблицы, включая и основные вот эти формы волны, вы можете заменить на свои. И они будут абсолютно, то есть они на самом деле все пользовательские. А заменить их на те, которые вам нужны. Также вы можете добавить сюда, как я уже говорил, вы можете добавить сюда еще дополнительные, пока хватит памяти вашего контроллера. Естественно, здесь надо будет сделать небольшие совершенно изменения, чтобы можно было работать больше, чем с 10 таблицами. Очень важная константа, которую мы вычисляем заранее для нашего микроконтроллера и для нашей частоты кварца. Эта константа равна вот такому вот числу. Эта константа темп служит для преобразования частоты, которую мы хотим получить от генератора, то есть частоты, которую мы задаем, которая измеряется в герцах, в некий код частоты, который используется в процедуре DDS-синтеза, в процедуре вывода нашего сигнала. Берем частоту кварца, то есть 16 миллионов герц, 16 мегагерц, делим на количество циклов вывода сэмпла. Что такое количество циклов вывода сэмпла? Это количество циклов мы можем подсчитать вот здесь, в ассемблерной процедуре вывода сэмпла. Напротив каждого ассемблерного оператора мы видим время, за которое выполняется этот оператор. Время исчисляется в циклах контроллера. Вот эта команда выполняется за один цикл, эта команда выполняется за один цикл, команда LPM выполняется за 3 цикла, вывод числа в порт выполняется за 1 цикл, проверка пина контроллера выполняется за 1 цикл, R-jump, то есть безусловный переход на метку, выполняется за 2 цикла. Итого, считаем, получается 10 циклов. Вывод одного значения из таблицы волновой формы выполняется за 10 циклов микроконтроллера. Вот эти 10 циклов мы подставляем вот сюда, и все это делим на 2 в степени 24. 24 — это у нас разрядность аккумулятора фазы. У нас 24-битный аккумулятор фазы — это вот эти 3 регистра микроконтроллера R24, R25 и R26. Они составляют аккумулятор фазы. Константу я просто посчитал заранее и подставил ее сюда. В программу она у нас не меняется. Она зависит от железа нашего генератора, то есть от микроконтроллера и от частоты кварцевого резонатора. Здесь мы объявляем переменную DDS-FREQ. Это именно тот самый код установки частоты, который используется в процедуре вывода. Здесь мы объявляем переменную FREQ, то есть частота. Это именно та частота, которую мы задаем. Это число с плавающей точкой. Минимум у нас 0,1 Гц, максимум 300 кГц. Максимальная частота нашего генератора. Вот эта переменная, это как раз адрес нашей таблицы волновой формы. Этой переменной будет присваиваться значение адреса одной из вот этих вот наших таблиц волновых форм.
Поначалу я хотел еще использовать светодиод на одном из пинов контроллера, но потом я отказался от светодиода. Соответственно, вот эту строку я закомментировал. Частота — это у нас целое 32-битное число, поэтому для получения частоты от интерфейса UART мы должны использовать 4 байта. Вот эти 4 байта — это как раз байты 32-битного значения частоты от младшего байта к старшему. Переменная byte_wave — это код формы волны, и байт подчеркивание start — это переменная код start-stop, то есть она осуществляет остановку или запуск генератора. Сердце нашей прошивки — это функция signal_out. Функция осуществляет генерацию сигнала. Объявляется функция как обычная C-шная функция, но всю основную работу осуществляет вот эта вот ассемблерная вставка. Для того, чтобы в microC вставить какой-то код на языке ассемблер, нам нужно просто написать ключевое слово ASM, фигурные скобочки. Все, что в фигурных скобках после ключевого слова ASM, компилятор будет считать ассемблерной вставкой. В microC очень удобно делать ассемблерные вставки. Мы можем обращаться к любым аппаратным регистрам микроконтроллера просто как к переменным в языке C. Вот смотрите, здесь у нас C-шный участок кода вот этой функции signal_out, и мы обращаемся к регистрам микроконтроллера как к обычным C-шным переменным. То есть у нас есть предобъявленные переменные в компиляторе, вот эти R24, R25, R26. Чтобы присвоить регистру микроконтроллера какое-то значение, мы просто пишем R24 равно какое-то значение, либо какая-то C-шная переменная. То есть просто напрямую задаем значение регистров микроконтроллера в коде на языке C. Ну, на самом деле это очень круто. Тот, кто когда-нибудь делал ассемблерные ставки на GCC, то есть для Arduino, тот знает, насколько это более удобно. В начале работы функции мы предустанавливаем значение регистров. Вот эти 3 регистра, это 3 байта, то есть 24 бита, это наш аккумулятор фазы. Сначала мы вычисляем код частоты, для этого мы делим заданную пользователем частоту на вот тот самый коэффициент temp, который мы объявили вот здесь, вот на это число. Получаем в переменной DDS_FREQ как раз значение кода частоты и помещаем его в наш аккумулятор фазы, то есть вот в эти 3 регистра микроконтроллера. После этого мы помещаем в регистровую пару R31 и R30 адрес нашей таблицы волновой формы. Синуса, прямоугольника, треугольника, то есть одной из вот этих таблиц волновой формы. Обнуляем регистры R29 и R28, и дальше у нас программа переходит в ассемблерную вот эту вставку. Сначала код на ассемблере осуществляет сложение, он прибавляет к аккумулятору фазы наш код частоты вот в этих 3 строчках. Дальше идет команда LPM. Это самая важная команда в данной программе. Ассемблерная инструкция LPM расшифровывается как Load Program Memory. Это команда косвенной адресации. Она берет байт, расположенный в памяти программ микроконтроллера, то есть в его флеш-памяти, расположенный по адресу, который находится в регистрах вот в этих R30 и R31. Она берет этот байт и помещает в регистр R0 нашего микроконтроллера. Вот такая очень крутая команда. Таким образом, после выполнения у нас в регистре R0 контроллера оказывается значение, которое лежит вот по этому адресу, по адресу таблицы. И дальше командой out мы отправляем все 8 бит нашего байта, который мы взяли из флеш-памяти, отправляем его в порт D, к которому у нас подключен цифроаналоговый преобразователь. И в этот момент на выходе цифроаналогового преобразователя у нас появляется некий уровень напряжения, соответствующий значению, которое мы взяли из таблицы. Вот, собственно, и все. Собственно, вот он весь алгоритм DDS здесь, вот в этих 5 строчках ассемблера. Далее вот эта инструкция проверяет состояние порта B0. Если там оказывается низкое значение, то программа перескакивает вот сюда, уже в C-шную часть. Это означает, что генератор останавливается, генерация прекращается. То есть мы выходим из вот этого бесконечного цикла.
Пока у нас на ножке B0 микроконтроллера высокий уровень, отрабатывается следующая инструкция вот эта, а именно безусловный переход вот сюда на метку Loop 1. И все это бесконечно крутится вот в этом цикле, пока на ножке B0 контроллера не появится низкий уровень напряжения. Дальше идут уже инструкции на языке C. Вот здесь мы присваиваем порту D 0, то есть обнуляем порт. Если бы этой строки не было, то у нас в момент выхода из процедуры генерации, в момент остановки генератора на выходе бы оставалось какое-то случайное постоянное напряжение, что нежелательно. У нас, когда генератор остановлен, на выходе должен быть 0. Дальше у нас объявлена функция для приема данных через последовательный порт от компьютера для управления генератором. Ну, собственно, и все. Если мы зайдем вот сюда справа, включим менеджер библиотек, то мы увидим большое число встроенных в компилятор библиотек. Видите, вот есть библиотека ADC, то есть для аналога цифрового преобразователя, есть библиотека для использования кнопок. Те библиотеки, которые вы хотите использовать в вашей программе, достаточно просто их вот здесь включить, пометить галочкой. Есть библиотека математических функций, ну не буду перечислять все библиотеки, которые здесь есть. Всего здесь больше 1000 библиотечных функций в этом компиляторе. И вот здесь, видите, есть библиотека, называется Software UART. Это вот как раз тот самый программный последовательный порт, который мы используем в нашей программе. Я поставил здесь галочку. Если открыть вот эту ветку Software UART, мы увидим, какие здесь есть функции. Вот они, 4 функции. И если дважды щелкнуть, то открывается Help по соответствующей библиотеке. Дважды кликаем, Software UART, и попадаем вот все функции, как ими пользоваться, с небольшими примерами. Конечно, здесь есть библиотека для работы со встроенным аппаратным UART. Вот она. Здесь уже много функций. Видите, сколько функций. Даже есть вот такие красивые иллюстрации, схемы, как можно использовать эту библиотеку последовательного порта. Но мы не используем библиотеку UART, потому что у нас эти порты заняты в нашей программе. Мы используем вместо этого Software UART. Ну, считается, что Software UART работает менее надежно, чем аппаратный UART. Тем не менее, в нашей программе, как вы видели, все прекрасно работает, все работает надежно, все отрабатывает. Вы можете спросить, откуда на ножке B0 появляется низкий уровень для того, чтобы остановить генератор. У нас же нет никаких кнопок, чтобы пользователь нажимал для того, чтобы включить или выключить генератор. У нас все управляется от компьютера через UART. Можно сказать, что на эту воображаемую кнопку нажимает сам UART. Вывод приема данных, то есть RxD, у нас в данном случае это ножка контроллера B1. Так сконфигурирован у нас программный UART наш. Однако из схемы мы видим, что B1 и B0 у нас соединены между собой. Когда наша программа посылает пакет управляющих данных через интерфейс UART, первым байтом всегда идет байт, который содержит 0. Что такое 0 с точки зрения UART? Это низкий уровень сигнала в течение передачи всех 8 битов этого байта. То есть максимально возможный по времени низкий уровень. Вот этот низкий уровень, который приходит с UART и переключает наш микроконтроллер в режим приема данных. И одновременно останавливает генераторы DDS, вот эту процедуру на ассемблере. То есть в каждой управляющей последовательности байтов с компьютера у нас первым байтом всегда идет 0. Этот 0 и останавливает наш DDS и переключает контроллер в режим приема данных с UART. После этого нуля идет задержка 200 миллисекунд для надежности, и дальше идут остальные управляющие байты. Давайте попробуем обновить прошивку, зашьем туда несколько произвольных волновых форм. Откроем наш проект генератора на micro-C и специальную программу, которую я написал для рисования этих самых волновых форм. Программа не особо совершенная, написана за пару часов. Исходники вы найдете в архиве также. Опять же, у меня здесь есть предустановленные формы сигнала стандартные.
синусоиды, прямоугольники, треугольники. И в правом окне, вот здесь в окне редактора, программа создает массив чисел. Как раз это и есть тот массив, который нужно вставить в наш микро-C. Левой кнопкой мышки в черном окне слева можно рисовать всякие линии, собственно, что угодно рисовать, а программа будет преобразовывать это в кривую и в массив чисел. Вот таким вот образом можно рисовать. Здесь нужно понять, что все пиксели, которые лежат ниже самого верхнего пикселя по вертикали, они будут удаляться, потому что они не имеют смысла. Программа будет строить кривую на основании самого верхнего ряда пикселей, то есть вот как бы огибающую. Левой кнопкой можно рисовать, а правой кнопкой можно стирать пиксели на вот этом черном поле. Я вот сейчас нарисовал линию под основной линией, которая сверху, видите, программа просто ее удаляет, потому что она как бы не имеет смысла. Чтобы провести там линию, нужно вот так сначала стереть правой кнопкой. Если немножко вы подумаете, да, как все это работает, то вы поймете, почему я сделал именно так. Мы же делаем как бы графический редактор именно для генератора, представляя себе в нашей голове, как работает DDS-генератор, как опрашивается массив чисел. Если отключить галочку автоматической обработки, можно вот так вот нарисовать кучу всяких линий, точек, линий, каких-то кривых, как вам хочется, а потом нажать на кнопку «Процесс» и посмотреть, что из этого получится. Вот второе окно посередине — это именно кривая. Там просто график строится на основании того, что вы слева нарисовали. Давайте нарисуем что-то вот такое красивое. Я знаю, что электронщики любят рисовать вот такую грудь, модифицированную на своих осциллограммах. Ну куда нам деться от этого? Мы тоже нарисуем такую красивую картинку. Дважды щелкнем на числах, это выделит все, скопируем и перенесем в нашу программу на микро-C. Давайте найдем здесь самый первый пользовательский массив, user1, и поменяем его на наши числа из программы. Вот это все выделяем, удаляем и вставляем наш массив из программы. Окей, вставили, давайте теперь заменим второй пользовательский массив, нарисуем здесь что-то другое. Пусть это будут уши моей кошки. Окей, попробуем нарисовать уши кошки. Вот такие уши толстой кошки. Снова копируем все числа и вставляем в прошивку для микроконтроллера. Давайте еще что-то нарисуем. Вот такое, пусть это будут какие-то дома, может быть, я не знаю, какие-то крепости. Опять перенесем это в прошивку. Ну и может быть что-то вот такое почти случайное. От фонаря вот так вот нарисую что-то. Да, вот такие черточки. Потом нажму процесс. Что-то такое получилось. Нет, не очень мне нравится. Давайте сотрем часть этой осциллограммы. Да, вот так вот. Потому что в минус тоже должно уходить у нас как-то. Нам сейчас главное посмотреть, как это будет работать. Собственно, пока что мне не нужны никакие особые волновые формы. Вставим в четвертый пользовательский вот этот пресет. И последний пользовательский я оставлю без изменений. Там электрокардиограмма, волновая форма. Нажмем кнопку Build, откомпилируем нашу прошивку. Вот, пошла компиляция. Все очень быстро откомпилировалось. После компиляции в папке с проектом появляется hex файл. Вот файл с расширением hex. Это текстовый файл, как раз файл прошивки. Можно его открыть вот так и посмотреть, что в нем есть. Там просто числа, машинные коды. К генератору нужно подключить программатор. При этом нужно обязательно убедиться, чтобы преобразователь USB на UART у нас был отключен от компьютера. То есть он может остаться подключенным к нашей плате генератора. Лучше отключить вот этот провод плюс питание на всякий случай. Главное, чтобы преобразователь и программатор не были подключены к одному и тому же компьютеру одновременно в разные его USB-порты. Это может вызвать такую петлю по плюсу питания, и можно даже повредить USB-порты вашего компьютера. Подключаем программатор к плате. Можно также снять контроллер с панельки и прошить его в отдельной ZIF-панельке, подключенной к программатору. Программатор подключаем к компьютеру в один из его USB-портов. Естественно,
естественно, на компе должен быть установлен драйвер вот этого программатора USB ASP. Драйвер вы найдете среди других файлов в архиве с этим проектом. С программатором USB ASP отлично работает вот эта программа, называется она Extreme Burner AVR. Кстати, ее написал индийский программист, может даже сосед мой. Кликаем кнопку Read All, то есть прочитать все, и если все нормально, то программа прочитает то, что зашито у вас в микроконтроллер. Это означает, что программа успешно увидела наш программатор и наш микроконтроллер, что вот здесь вот и написано, что найден программатор USB ASP. Теперь в программатор, в программу именно, нужно загрузить нашу прошивку. Нажимаем на кнопку «Открыть», открываем наш скомпилированный файл, который мы только что написали на Micro-C. Кстати, эта программа может автоматически прошивать наш микроконтроллер, если файл прошивки изменился. Это удобно иногда при отладке. Нажимаем кнопку «Записать все», и у нас прошивается микроконтроллер. Довольно быстро все это происходит. Все готово. Кстати, чуть не забыл, если вы прошиваете контроллер впервые, то не забудьте установить правильно фьюзы. В этой же программе можно прошить фьюзы. Как их установить, если помните, у нас написано в нашем коде для Micro-C там 2 закомментированные строчки в самом верху исходника. Ну и на всякий случай покажу в Extreme Burner. Надо зайти вот в эту вкладку, как раз это вкладка фьюзы, и числа в первых 2 фьюзах должны быть вот такие, как здесь, как у меня. Ни в коем случае не стоит трогать вот эти вот фьюзы. Вы можете залочить ваш микроконтроллер. Ну и калибровочные тоже не трогаем. А вот эти устанавливаем, как написано здесь у меня. Это в случае, когда вы первый раз программируете чистый микроконтроллер. Ставим вот здесь вот эти галочки, и при прошивке у нас прошьются также и фьюзы. Впоследствии, когда вы будете прошивать контроллер, просто чтобы модифицировать прошивку, что-то там менять, галочки можно убрать и фьюзы не трогать. Их менять уже больше не нужно. Прошиваем только один раз. Возвращаем преобразователь USB to UART. Отключаем программатор обязательно. Главное, чтобы программатор не был подключен в USB компьютера одновременно с преобразователем UART. Ну вот, собственно, наши красивые картинки, которые мы нарисовали в программе и перенесли в нашу прошивку. Да, хорошая картинка. Это подразумевалось, что это уши моей кошки. Ну, может быть, не моей, а какой-то другой. Подозреваю, что моя кошка обидится на такие уши. Это какие-то древние индийские храмы. У меня тут за окном храм, похожий вот на эту картинку, которому 500 лет. Здесь что-то случайное. Я нарисовал непонятно что, какая-то такая форма сигнала. Да. Можно изменять частоту. Ну, собственно, генератору-то все равно, какую форму сигнала выводить. От этого ничего не зависит в его работе. Он просто выводит числа из таблицы. Ну что ж, друзья, наверное, на вот этой позитивной картинке я с вами попрощаюсь. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, телеграм-чат. Все ссылки будут в описании. Также в описании будет ссылка на все файлы этого проекта, на все драйверы, на программатор, на все вот эти программы, написанные мною на Delphi, со всеми исходниками. Можете это все скачивать, модифицировать по своему усмотрению, друзья. До свидания, всех благ, до следующих встреч на канале MBS Electronics. Кстати, заходите на мой канал India Magic TV, где я рассказываю о своих путешествиях. До свидания.